Привет, привет, с вами Алена, и сегодня, наконец-то, как и обещала, покажу вам эту самую пудровую систему, которая в моем случае называется не лак. Таких систем на данный момент несколько видов я насчитала, добралась до тех, которые были в моем городе, в городе Казань, приехала к ним в представительство и купила все, что нужно. Вот такая прикольная штучка, это ванночка для френча. В такой системе френч делается путем погружения, то есть макания пальчика под углом вот в эту ванну. Но сегодня мы выполним однотонное покрытие и заодно посмотрим, как же все это дело носится. В общем-то, сама эта система не что иное, как клеевая система. В общем-то, на сам ноготь мы будем наносить по сути, что-то типа клея момент или суперклея. В общем, пахнет это как-то так. Да, и в баночке видно оказалось меня. Это я заметила в процессе съемки. Вот такие вот баночки, в которых на первый взгляд может показаться, что находится акрил, но нет. Это минеральная пудра на основе вроде как оксида титана, или еще какого-то умного слова. Но дело не в этом. Дело в том, что мы будем наносить на ногти прозрачную жидкость и каждый раз макать в разные баночки. Сейчас я вам показываю цвета. Я купила 3 цветника и 1 белый цвет для френча и 1 камуфляж. Сегодня выполню именно цветное покрытие. Вот такая еще красивая беленькая, типа а-ля такой молочный цвет. В общем, производитель обещает, что это будет тонкое и очень-очень прочное покрытие, которое подойдет, внимание, даже для ожоговых вот этих самых наших клиентов. То есть те люди, которые получили ожог, мы им, допустим, срастили, у них опять случается повторение состояния, и, им никак нельзя подвергаться воздействию вот этой самой УФ-лампы, полимеризации и так далее и тому подобное. В общем, поэтому я и взяла эту штучку на пробу. На самом деле, перспектива, на мой взгляд, достаточно сомнительная, потому что пахнет это все очень сильно. То есть прям вот, если близко смотреть, то жжет глаза, и вот этот запах, он прям пробивает через маску. Я бы сказала, что в идеале работать с вытяжкой, и все-таки и даже рекомендовала бы использовать очки. Такие, знаете, прозрачные, которые мы часто берем для снятия. В общем, подготовка ногтя стандартная, и дальше мы наносим Safe Bond, по сути, своей самый обычный дегидратор, то есть это не праймер бескислотный, а именно то, что подсушивает. И дальше у нас в ход идет первая баночка, базовый гель, так называемый клей-гель. И я вот сразу показываю, что у меня такая баночка уже есть, очень похожая, давно. Я заказывала это дело все, по-моему, год назад, где-то в UK. У них практически одинаковый состав, за исключением того, что в моей баночке есть витамин С и кальций. Только непонятно, как в этом самом клею может быть витамин С и кальций. То есть это нам никак не поможет и нигде не спасет. Ладно, может быть, это просто маркетинговый ход. В общем, здесь весь смысл в том, что мы наносим тонким слоем вот это самое базовое покрытие, которое по сути своей является просто клеем, потому что на нем отлично держатся стразы. И дальше нам нужно вот так вот макнуть в баночку. Но это, надо сказать, очень приятное занятие. Мне прям понравилось. Не знаю, что-то такое интересное испытываешь. Похоже на акрил, но она как будто бы... не знаю, как-то легче, что ли. Вот так выглядит пальчик после того, как мы его погрузили туда в баночку. Дальше стряхиваем излишки. И тут, внимание, я допустила ошибку. Чуть позже я стала искать информацию на разных страничках, в особенности в Инстаграме, потому что мне задали один очень интересный вопрос. То есть, насколько это гигиенично макать в банку каждый раз палец. И там, не вспомню сейчас, как называется страница, но там одна женщина очень круто ответила. Она сказала, что вот вы макнули пальчик, она прям это продемонстрировала, стряхнули лишнее, вот так, как сейчас стряхиваю я, и дальше то, что осталось на коже, нельзя стряхивать на самом деле в банку. То есть фактически кожа с содержимым банки у нас не контактировала. А вот то, что я делаю сейчас, делать нельзя. Оказывается, вот эти остатки нужно просто стряхнуть на салфетку. И тогда это будет совершенно безопасно. И вообще там такой состав, что, в общем-то, никакие бактерии там не выживут. Это же не органика.
по сути своей это голимая химия, как в принципе все остальное. Единственное, что вот обещают, что ожогов вызывать не будут, и у меня в планах тест именно на ожоговых. Но процедура очень интересная, и я считаю, что она простая, и самое главное, что она очень-очень быстрая. А еще мне было жаль, что нельзя оставить вот так и ходить с такими сахарными ноготками, потому что нужно после вот этого базового геля будет наносить специальный закрепитель, он называется L-Sealer, ну он по-разному называется в разных марках, но в общем это так называемый активатор, который заставит совершиться окончательной полимеризации, ну или затвердевание этому материала, не знаю, как это правильно сказать. В общем, наносим этот активатор, и дальше можно пройтись бафом или пилкой, если у вас есть какие-то неровности. На моих ногтях этих неровностей не было, я постаралась максимально близко к кутикуле очень ровно нанести, но так как технология подразумевает опил, я решила все-таки немножко опилить. После этого вытряхиваем остатки пыли, и нам снова нужно будет нанести активатор для того, чтобы перекрыть это все финишем. Вот так выглядит мой ноготочек, он тоненький, сохранил мою натуральную архитектуру. Мне очень нравится, как он выглядит. И дальше нам остается нанести топ. Топ по правилам здесь наносится в 2 слоя. Первый где-то не доходя до кутикулы, а второй уже мы нанесем со всех сторон ровненько, чтобы ничего никуда не затекло и было красиво. Ну, что касается блика, то, конечно, здесь до него далековато до идеального. Но опять-таки это мой прям самый первый маникюр. На следующих моделях я уже сделала намного ровнее, и блики были ближе к реальности, нежели на моей руке. Но, как говорится, себя же не жалко, поэтому пусть будет так. А вторую ручку я выполнила уже вот в таком цвете, тот самый, который мне понравился больше всего, молочный, немножечко с блестками. Конечно, левой рукой наносить, ну, так себе не особо удобно, ведь кисточкой себе не поможешь, поэтому там было не особо идеально. А вот по прошествию 2 недель так выглядели мои ногти, и классно, все держалось, но, правда, только на левой руке, что, в общем-то, неудивительно, потому что на правой руке, вот на этих конкретно 3 пальцах, на первом, втором и третьем, у меня всегда бывают отслойки, каким бы материалом я ни делала. Поэтому, в принципе, носку я считаю успешной, зато мне ничего не треснуло, ничего не скололось, и отслоек от свободного края не было. Подготовку я выполнила 100% правильно, просто у меня такие вот дурные ногти, у меня всегда на одной руке бывают отслойки. Ну, а теперь про снятие. Со снятием было, конечно, не очень, потому что спилить это до конца фрезой возможности, к сожалению, не представляется, потому что материал, ну вот конкретно на мне, очень сильно нагревается. Поэтому я сделала так, как советовал производитель. Я спилила 50% и дальше воспользовалась старой доброй системой размачивания. Я порвала ватный диск, намочила его в жидкость для снятия лака и просто завернула все это дело в фольгу. Там, конечно, были непередаваемые и давно забытые ощущения. Честное слово, терпеть ненавижу снимать именно таким образом, потому что это не очень хорошо и не полезно для ногтей. И какое бы супер дофига безопасное минеральное покрытие не было, если снимаем мы его так, то как-то все это уже и не считается, что до этого было без воздействия и лампы, и того и сего. Ну и вообще я ставлю под сомнение экологичность этой процедуры, потому что, все-таки это клей. Но хочу сказать в защиту этого покрытия, то что все-таки оно имеет место быть как раз-таки определенной группе людей, которые никак нельзя покрывать это все гелями с наличием метилакрилата в составе там, или полимеризовать и так далее. То есть будут те, кто будет пользоваться именно таким пудровым покрытием. Я знаю, что у него есть фанаты, и я думаю, что и у нас в салоне найдутся любители таких ногтей. Ну, а себе, в принципе, наверное, я периодически буду делать, потому что неплохо отрастила ноготочки с короткого состояния, то есть полностью было под ноль. Учитывая, что мои ногти тонкие, мягкие, эластичные, и у меня ничего не отвалилось, это просто прекрасный результат. Поэтому, в принципе, ставлю покрытию, не знаю, 7 из 10, где-то так. Ну, а я уже сняла здесь ноготочки и решила себе нарастить, потому что соскучилась по длине. Подготовку выполнила стандартную, маникюр был комбинированный, и дальше у меня посылочка была от Ник Нагель, и я решила, почему бы мне ее не распаковать. В общем, у меня здесь база, она эластичная, я ставлю каплю, остальное наношу кисточкой для геля, просушиваю, и нам остается поставить шаблон бумажный. Было 2 геля, и, конечно, я не смогла выбрать, какой из них мне использовать, поэтому думаю, почему бы и не взять оба. В общем, буду делать
сделать амбре, кончик будет белый, а дальше будет такой натуральный, немножко прозрачный цвет. Но забегая вперед, скажу, что мы все девочки, существа нестабильные, поэтому в итоге вообще получился дизайн. Ну а теперь по поводу наращивания. Я наращиваю поднатуральные ногти, так называемое салонное моделирование, когда нет никаких там супер арок и чего-то очень заумного. Просто поставила шаблон, доложила свободный край, немножко внахлёст натурального ногтя, чтобы это все не отвалилось, когда я сниму форму. И эта техника называется безопильной по причине того, что у нее прям очень-очень минимальный опил, то есть делать практически ничего не нужно. И по сути своей она процедуру стандартную увеличивает ненадолго, потому что мы просто выложили подложку, нам останется, кстати говоря, видите выемку на кончике, я ее всегда закладываю гелем, так когда опиливаешь, лучше видится архитектура. И теперь нужно просто прочистить параллели, то есть обозначить их, вот этот небольшой затек убрать, который я делаю немного намеренно, чтобы там точно не было никакого зазора. Ну и в конце просто сделать стандартное выравнивание гелем, ничего особенного, то есть так, как если бы мы сработали на натуральный ноготь. Дальше берем второй оттенок, более натуральный, очень приятная кремовая текстура. Он гуще, чем среднестатистический гель для выравнивания, которым я пользуюсь. И он отлично подойдет для начинающих мастеров, которые любят очень долго гипнотизировать ногти в поисках блика, потому что он точно не растечется. Либо подойдет для моделирования очень длинных ногтей. Я же люблю материалы чуть-чуть жиже, поэтому, скорее всего, этот гель я просто банально разбавлю базой, да, гели и все остальное можно смешивать, и ничего вам за это не будет. Я частенько разбавляю, когда меня не устраивает консистенция, а цвет у него вообще потрясный. Мне очень понравилось, вот таким образом выкладываю стандартно, так же, как я бы это сделала с базой, и на выходе у нас получается вот такое вот легкое амбре. Чуть-чуть подпилили, забафили, и в ход пошли, конечно, лаки. Ну, естественно, я не остановилась на нюде, я иногда подрываюсь это сделать, но каждый раз это ничем не заканчивается, поэтому возьму вот такие вот цвета. Хотела 4 или 5, но в итоге взяла только 3. В общем, как рука моя пошла, вот так и нарисовала я, как обычно, свои колябушки и мазюкалки. Это один из моих любимых видов дизайнов, потому что бывает такой бурный запал, а потом в итоге все неохота, и ты делаешь что-то очень-очень быстрое, но оно иногда получается очень красивое. Поэтому 3 мазка в произвольной форме дорабатываем тонкой кисточкой и слайдеры. Эти слайдеры я привезла с Beauty Day Pro Nail. Их выбирала я уже в самом-самом конце, набрала целую кучу слайдеров, но эти мне прям запомнились, потому что мне уж очень нравятся эти зеленые листики и черные полосочки. Переношу слайдеры на липкость от бескислотного праймера, переношу их штампиком. Да, на штампе есть вода, и нет, они у меня не отслаиваются, потому что я подождала, когда водичка высохнет. Вот так выглядит мой дизайн, и в какой-то момент я посчитала, что мне не хватает листиков, и откопала вот такую вот надпись совсем на другом листочке. Какая фирма, к сожалению, не знаю, но получилось классно. Перекрыла все матовым топом, почистила торцы. Кому нужны цвета, можете заскринить. Торговая марка Ника Нагель. Красивенькие, хорошенькие, летние и матовые. Это все-таки круто. Матовый топ у меня здесь был от Lionel. А дополнила я все это 2 черными ногтями. Большой мизинчик у меня были черненькие. Всем пока-пока!